Привет, Арми. Правда ли, что Тэхён сказал такую шокирующую и эмоциональную фразу о Чингуке сразу после окончания прямого эфира? Фраза, которая даже сейчас лишает Арми дара речи, заставляет усомниться в их дружбе, разгадывает скрытые смыслы и испытывает труднообъяснимое эмоциональное напряжение. Этот вопрос не только потряс фандомные дискуссионные комнаты, но и стал центром внимания корейских и мировых развлекательных СМИ, словно требуя ответов, которые невозможно понять с первого прослушивания. Как будто приглашая публику взглянуть глубже, вникнуть в каждое слово, каждую паузу, каждое выражение лица, появившееся за секунды после окончания прямого эфира. Как одно простое предложение, или, может быть, не такое уж простое, могло изменить атмосферу мирового обсуждения, оставив огромный вопросительный знак, тенью остающейся за каждой Арми, которая его услышала? День начался как обычный вечер активности BTS. Прямой эфир Тэхёна был наполнен непринужденной атмосферой, смехом и утешением, которого так не хватало Арми. Камера показала их двоих в теплом пространстве, без дистанции, без формальностей, просто два лучших друга, проводящих время вместе после того, как каждый был занят своими проектами. Но никто не ожидал, что всего через несколько секунд после выключения камеры атмосфера так кардинально изменится. Когда микрофон почти убрали, когда в комнате стало тише обычного, Тэхён внезапно произнес фразу, от которой воздух мгновенно застыл. Его голос был тихим, но достаточно четким, чтобы услышал весь персонал. А через несколько секунд она разлетелась, словно искры по сухой бумаге. Заявление шокировало не громкостью или драматизмом, а тем, что оно было искренним, эмоциональным и честным, каким Тэхён редко бывает на публике. Арми, узнавшие об этом из просочившихся фрагментов внутренних записей, могли лишь гадать. Было ли дело в том, что они скучали по дружбе? В отчуждении, которое образовалось незаметно для них? В чем-то, что хранилось годами и, наконец, нашло выход? Тэхён говорил: «Я хочу быть с Чингуком больше, как раньше, до того, как все изменилось». Простое предложение на первый взгляд, но глубокое, если его прочесть с эмоциями. Что он имел в виду под «да»? Их дни стажерства? Их дни в общежитии? Эпоху, когда они все еще вместе вели групповые занятия, пока их пути не разошлись? Эйяр и Муай мгновенно разделились на два эмоциональных шторма. Некоторые восприняли это как глубокую тоску по Чингуку, честное признание, которое Тэхён хранил в себе. Другие почувствовали дрожь беспокойства. Неужели они все упустили некую невидимую дистанцию? Что, если Тэхён скучал не только по старым временам? Что, если он также сожалел об упущенном времени, моментах, которые не вернуть, о возможности больше говорить, дольше смеяться, свободно шутить с тем, кого он считает братом, коллегой и частью себя? Чтобы понять значение заявления Тэхёна, нужно проследить их отношения с самого начала. Тэхён и Чингук, лайнеры 1997 года, всегда отличались уникальной динамикой. Иногда они вели себя по-детски, иногда на удивление зрело, иногда спорили по мелочам, но всегда возвращались к смеху, согревавшему миллионы сердец. Их отношения никогда не были прямолинейными. Близость, отстраненность, снова близость, две параллельные линии, которые то соприкасаются, то расходятся, но никогда не разрываются. Арми ждали. Минуты превращались в часы. Споры становились все громче и громче. Затем, без всякого предупреждения, Тэхён снова вышел в прямой эфир. Экран засветился, он сидел тихо, в мягкой толстовке с капюшоном, с немного взъерошенными волосами, словно он вообще не спал. Он улыбнулся, но это была не та яркая, игривая улыбка, которую знали Арми. Эта улыбка казалась нервной и уязвимой. Даже поприветствовав фанатов, он опустил взгляд на свои руки, понизив голос. «Я сказал кое-что вчера вечером, кажется, многие из вас это заметили». Чат мгновенно взорвался. Тэхён взглянул на экран, затем покачал головой и застенчиво усмехнулся. «Иногда есть вещи, которые ты хочешь сказать долго, но просто ждешь, надеясь, что другой скажет это первым». Миллионы зрителей почувствовали холодок. Он говорил о Чингуке? Тэхён продолжил, и его губы изогнулись в легкой задумчивой улыбке. Он смотрел прямой эфир.
Конечно, смотрел. А потом мы поговорили. Раздел комментариев сошел с ума. Тэхён поднял взгляд, его глаза потеплели, светясь чем-то настоящим. Он понял меня, как всегда. Никаких имен. Никаких подробностей. Но все точно знали, кто такой он. Именно в тот момент, когда Арми казалось, что момент уже не может быть тяжелее, вверху экрана появилось уведомление. Чингук с кроличьим лицом смотрит прямую трансляцию. Тэхён сразу это заметил. Его выражение лица изменилось. Сначала тихий вздох, а затем самая мягкая, самая искренняя улыбка, такая, какая появляется только когда в комнату входит кто-то особенный. И на мгновение показалось, что весь мир исчез, оставив только их двоих в невысказанной правде, повисшей в воздухе. То, что Тэхён сказал дальше, вызвало бы гораздо больше шок, чем все, что было до этого. А реакция Чингука взорвала бы интернет. В тот момент, когда имя Чингука появилось на экране, Тэхён застыл. Не так, как вчера вечером, на этот раз он был полон адреналина. Он пытался продолжать говорить, но слова вдруг стали тяжелее. Арми заспамилили чат, Чингук здесь. Посмотри на него. Тэкук, живем вместе. Щеки Тэхёна слегка порозовели. Он тихонько прочистил горло. Он наблюдает, так что я буду тщательно подбирать слова. Даже через экран было слышно, как колотится его сердце. И как раз когда фанаты пытались успокоиться, Чингук присоединился к чату. Не приветствием, не эмодзи, а одним сообщением. «Я знаю». Глаза Тэхёна расширились, когда он снова прочитал комментарий. И на этот раз он улыбнулся так, будто больше не мог сдерживаться. Тишина была оглушительной, миллионы смотрели, не в силах дышать. Тэхён наконец заговорил. «Тогда ты тоже знаешь, почему я это сказал». От Чингука выскочило еще одно сообщение: «Скажи чётче, Хён». Вызов. Напряжение. Электричество. Фанаты буквально чувствовали, как этот момент приближается к чему-то неизбежному. Тэхён наклонился ближе к камере, его глаза сияли честностью. «Перестань заставлять меня совершать все эти смелые поступки». Чат взорвался хаосом. Все кричали, все плакали, все уже нажимали на повтор. Но тут Чингук отправил сообщение, которое разорвало мир: «Я приду». У Тэхёна перехватило дыхание. Он отвел взгляд. Нервный смешок вырвался из груди. Прямо сейчас? Никакого ответа. Секунды шли, каждая громче предыдущей. Затем раздался звонок в дверь Тэхёна. В комнате воцарилась тишина. Тэхён повернул голову к двери, широко раскрыв глаза от шока. Миллионы наблюдавших затаили дыхание вместе с ним. Он медленно встал, почти боясь поверить в произошедшее. Его босые ноги мягко ступали по полу. Каждый шаг был неуверенным, но отчаянным. Тэхён добрался до двери. Его рука замерла на ручке. Он на мгновение замялся, а затем снова посмотрел на свой телефон, как бы спрашивая про себя: «Неужели мне действительно стоит делать это перед всеми?» Разговор превратился в ураган. «Открой». Чжи Ким, там, о боже. Тэгук, момент в прямом эфире. С дрожащим выдохом Тэхён повернул ручку. Дверь приоткрылась совсем немного, достаточно, чтобы свет из коридора проник в комнату. И тут послышался знакомый голос. Это был он. Чингук вошел, натянув толстовку, дыша часто, словно бежал всю дорогу. Их взгляды встретились ошеломленные, эмоциональные, испуганные, с облегчением. Губы Тэхёна приоткрылись, он не мог говорить. Чингук нервно рассмеялся себе под нос, потирая рукой затылок. «Если ты продолжишь говорить такие вещи, мне придется прийти». Напряжение было электрическим, грубым, неприкрытым, настоящим. Тэхён прошептал: «Ты действительно пришел». Взгляд Чингука смягчился. «Ты просил меня понять, и я понимаю».
Но иногда мне хочется, чтобы ты сказал мне это прямо». Чат был в полном разгаре, слезы, крики, документирование истории. Тэхён взглянул на телефон, внезапно вспомнив миллионы наблюдавших. Чингук проследил за его взглядом. «Выключи». Его голос был тихим, серьезным, но мягким. «Некоторые вещи не для всех». Тэхён не двигался. Он просто смотрел на Чингука со страхом и тоской, переплетенными воедино. Наконец, Тэхён потянулся к экрану. Последнее изображение, которое увидели зрители, Чингук подходит ближе, их силуэты почти соприкасаются. Рука Тэхёна дрожала, когда он завершал прямую трансляцию. Щелк. Экран потемнел. Интернет взорвался. Но за этим черным экраном началась настоящая история. Тишина после того, как экран потемнел, была громче любого крика. Телефон Тэхёна лежал экраном вниз на столе, уведомления гудели, как далекий гром, но никто из них не пошевелился, чтобы проверить. Чингук стоял всего в нескольких шагах от него достаточно близко, чтобы Тэхён видел, как быстро поднимается и опускается его грудь. Какое-то время они молчали. Не было ни камер, ни комментариев, ни зрителей. Только они. Чингук медленно шагнул вперед. «Знаешь, сколько я ждал?» Прошептал он. «Чтобы услышать от тебя такое». Тэхён сглотнул, голос был едва слышен. «Я боялся». Взгляд Чингука смягчился, но его разочарование было болезненно явным. «Боялся чего?» «Того, что я сбегу. Того, что я не буду чувствовать то же самое». Тэхён опустил взгляд, скрывая страх. Боялся, что произнесенное вслух может погубить нас. Чингук протянул руку и нежно приподнял подбородок Тэхёна, так что их взгляды встретились. Ты никогда не сможешь нас погубить». Слова дрожали между ними, хрупкие, но искренние. Тэхён прерывисто выдохнул, его защита рухнула. «Все, что я сказал прошлой ночью, это было о тебе. Это всегда был ты». У Чингука перехватило дыхание. Годами невысказанные чувства возводили между ними стены. Сегодня вечером эти стены наконец рухнули. Чингук прошептал: «Тогда больше не прячься». Тэхён шагнул вперед, сокращая оставшееся расстояние. Их лбы соприкоснулись, тихо, интимно, обещание. Мир снаружи кричал, но в этой комнате все было спокойно. Голос Чингука смягчился улыбкой. «Мы разберемся с хаосом завтра. Просто остаться со мной сегодня ночью». Тэхён кивнул. И впервые за долгое время он позволил себе выбрать то, чего желало его сердце, ни славу, ни страх, ни ожидание.